Всем привет! Меня зовут Веруша. Я продолжаю разговорные темы, и сегодня я буду рассказывать про иллюзии. Иллюзии и вещизм. Вот, если есть такое слово, да, про вещи, про то, когда человек окружает себя вещами, и я в частности такая же. И кажется, что вот оно счастье, а счастье совсем в другом. У меня на заднем фоне две коробки. Ребят, я не хвастаюсь, я просто это к теме видео, поэтому я сейчас вам покажу это и объясню. Значит, первая коробка — это коробка Gucci. Здесь находится, ну ладно, давайте я вам покажу, да, здесь находится ремень Gucci, то есть он довольно модный. В данный период, там еще год назад был супер, там 2 года назад тоже был супер модный. И вы все знаете этот бренд, да? И та вещь, к которой я стремилась, мне ее очень хотелось, я ее ношу с удовольствием. Вот. Это видео, оно не чисто женское, это такой просто ввод мой. К чему я это показываю? К тому, что я не буду сейчас лукавить и говорить, что вот у меня нет там брендовых вещей, вот я от всего отказалась. Вот как раз у меня полный гардероб брендовых вещей. И не вдаваясь в подробности, вообще вот в этом видео, да, я буду рассказывать про то, что можно быть счастливым и в майке за 300 рублей, и можно быть очень несчастным в топике за 15, в каком-нибудь брендовом, с лейблом. Вот. Ну, не вдаваясь в подробности своего детства, я просто скажу, что я выросла в благополучной семье, и у меня всегда все было. Я ни в чем не нуждалась, там, вплоть до того, что, знаете, ну, там, в школе, естественно, все было. Нет, не было такого, что нужно что-то купить, там, а родители не могут. Вот. И когда, там, например, у меня были какие-то лучшие куклы, ну, я тоже, вот, я вообще не хвастаюсь. Вот я хочу сказать, что я показала, да, я не хвастаюсь. Нет, это вот просто все рассказываю к теме. И у меня там вот девочки подходили и какие-то там предлагали 4 куклы вот за мою одну и говорили, вот давай мы тебе дадим. Я чувствовала в этом подвох, поэтому я говорила не-не-не и просто делилась с ними и давала просто вот поиграть. Вот, там какие-то тамагочи у меня были, какие-то самые лучшие там из Японии. Ну, в общем, у меня родители очень старались, чтобы все было. Поэтому как-то у меня, знаете, вот этого комплекса, как вот, например, у меня у знакомой, у нее в детстве ничего не было. Вот, вещей, то есть большая семья, несколько человек, несколько детей, и поэтому дети, естественно, как это водится, носили вещи, донашивали друг за другом. То есть неважно, был мальчик, это девочка, то есть вещи вот так вот передавались. И вот этот комплекс того, что не было в детстве вещей, он на взрослой жизни сказался. Моя знакомая, она стала просто скупать все эти вещи, себя все время наряжать и выгуливать там платья, ну, в общем, там вот все, что можно. Это было уже какого-то, знаете, вот на грани какого-то сумасшествия такого. То есть вот это вот какой-то пунктик, да, такой вот. Ну, у каждого есть какие-то свои пункты, которые мы реализуем, вот то, чего не получили, там, если мы там не получили какой-то любви, мы там хотим реализовать. Ну, в общем, все в таком духе. Ну и дальше, да, я взрослела и ставила себе цель изначально, что я буду стремиться к этой такой лучшей жизни. Ну, как все мы все, правда же, мы все хотим жить лучше, чем мы живем там, ну, на данный момент или там, может быть, когда... Ну, все равно всегда все хочется улучшить. Ну, если ты человек, который стремишься, не просто сидишь на диване, как такая тень, а стремишься и что-то делаешь. Но вот это вот навязанное обществом такое понимание того, что
вот это вот мир потребления, в котором мы сейчас живем, когда нужно просто потреблять, потреблять, потреблять. Я работала в рекламе, я визажист, ну, я так еще в парочку видео, да, расскажу, что я визажист, и больше уже не буду повторяться, вот, но самые оплачиваемые съемки, одни из самых, это реклама, потому что в рекламу вкладывается очень много денег. Вот это вот у меня еще образование Public Relations, это связь с общественностью, то есть я понимаю внутренние процессы, как это все работает, как работает пиар, и реклама в том числе тоже к этому относится. На это выделяются очень большие деньги, чтобы люди, естественно, потребляли, то есть, ну, как бы, чтобы вы понимали, да, вот, например, реклама Coca-Cola, к примеру, когда вы едете, у вас пересохло в горле, ну, я так условно, да, я просто вот так из крайности в крайность, у вас пересохло в горле, и вы видите баннер, где, значит, какая-нибудь там девушка, у нее течет по шее вот так вот эта Coca-Cola, и там все это, естественно, например, когда снимается еда в рекламе, то она подкрашивается. То есть это специальные люди работают, которые делают вот эту еду привлекательной. Ну, если вам это интересно, вообще как снимается реклама, то напишите мне в комментариях, я сниму отдельное видео. Потому что в рекламе я работала порядка 10 лет вот, с рекламой. Вот. Так что, в общем, ну, к чему я? К тому, что это работает на людях, да, поэтому вот этот мир потребления, когда тебе в том числе кажется, не только тебе говорят, что покупать в рекламе, где-то еще, или ты приходишь куда-то, и тебе навязывают какие-то услуги, да, говорят, что вот это для вас будет лучше. И кажется, что если ты себя вот окружаешь всеми этими вещами, вот как, знаете, мне в один момент вот казалось, я это хочу, я вот сейчас вот это тоже хочу. Ну, что-то я не могу приобрести, и сейчас тоже, да, я все равно стремлюсь к этому. Но я поняла такую простую вещь, что, конечно же, это может прозвучать банально, но если вот, например, на кон поставить все свои вещи, вот весь гардероб, какие-то сумки, да, там мои любимые, которые я вот просто люблю, ну, нравятся они мне, носить их, вот, мне кажется, что вот самое дорогое должно быть в гардеробе, это обувь и сумки, остальное можно прямо из масс-маркета вообще просто без проблем. И вот если на кон поставить эти вещи и поставить людей, чтобы вот они были в моей жизни, ну, я не знаю, может, нельзя так сравнивать, да, но вот уберем людей, и вот к чему я такое сравнение делаю, и оставим просто эти вещи, и что получится? Давайте вещи сюда, давайте еще приплюсуем сюда шикарную машину, автопарк, вот машин, которые вы там, не знаю, Феррари, Мазерати, еще какие-то там вот вообще эксклюзивные машины, которые будут только у вас. Лучшие курорты, но вы как бы, ну, не будет людей, например, в жизни, которых вы любили бы. Вот скажем, некоторые, да, часто же вот люди сталкиваются с тем, что они вроде все получили, а какая-то пустота ощущается в этом во всем. И вы знаете, я ощущала эту пустоту, поэтому я и записываю это видео и говорю это на основе своих ощущений, то, что я чувствовала, потому что можно действительно окружить себя огромным количеством лучших вещей, но это не приносит счастья. Счастье — это внутренняя наполненность, когда вы без вообще вещей, вот просто счастливы от того, что вот вы просто живете, от ощущения ну, каких-то внутренних. Никто не сделает вас счастливыми, кроме вас самих. Как бы это банально ни звучало, и вещи не принесут счастья. Вот я хочу пример привести такой.
Тоже, ребят, не хвастаюсь вообще ни в коем случае, но если вы пролистаете там вниз по моему каналу, да, увидите, что я была на Мальдивах в декабре, и это была моя давняя мечта, то, что там рассказывала в видео, очень давно хотела. Потом я хотела там полететь с определенными людьми, они не смогли. В какой-то момент у меня там, ну, возможности по работе не было, да. И просто вот я себе сказала, что так, все, если я сейчас не полечу, то все, я, в общем, ну, я такой человек, все, если мне что-то вот надо, я все равно добьюсь этого. Поэтому я полетела, но вы знаете, вот, конечно, я была счастлива, безумно. Вот просто даже ступить на мальдивскую землю, как я там в видео говорила, это счастье. Но счастье продлилось недолго. Во-первых, у меня такой период был нервозный. На работе там много ситуаций было, которые, ну, не доставляли мне вообще радости. Они от слова совсем вообще меня огорчали. И когда я даже на Мальдивах не могла до конца расслабиться, и потом я прилетела, прошло 3 месяца, и я улетела в Эмираты. В Эмираты я улетела не потому что я прям очень хотела, хотя я обожаю Эмираты. Вот в чем дело. Я их обожаю эту страну. Я вот сейчас вот если там, ну, раньше, вот мне скажи сейчас собраться, да у меня уже чемодан готов. Но я ощутила вот этот, знаете, особенно вот я в пандемию никуда не летала, и тут раз и 3 месяца такой перерыв небольшой, и меня постигло такое чувство, что да можно сейчас или не лететь. И как-то, знаете, я прям себя в какой-то момент заставляла. Я прекрасно отдохнула, я ничего не говорю. Ну, не было ни разу, чтобы я там все равно из поездки не прилетела счастливой, радостной. Но это все временно. Это вот такая, знаете, как вспышка, вот как раз та иллюзия, когда кажется, что если ты сейчас что-то сделаешь, то это принесет тебе счастье, или ты ждешь долгого это счастье, когда вот, знаете, история, когда... Ну вот у меня даже было, я думала, ну вот это платье я куплю, и оно у меня висело в гардеробе. Ну когда-нибудь, вот сейчас, вот когда-нибудь я его надену. Нет, нужно прямо сейчас. Вот мы сейчас живем, мы не знаем, что будет дальше. Вот нужно сейчас его надеть, быть счастливой и вообще делать то, что тебе приносит счастье, а не думать о том, что вот когда-то что-то там вот. И вообще вот у меня знакомый есть, который, ну, мы были на связи с ним, да, когда я была на Мальдивах, и делилась с ними своими впечатлениями. Он постоянно летал, очень много летает, и он мне сказал, что, ну, это первое время. Такие эмоции, ощущения. Я вот, знаешь, уже себя заставляю куда-то лететь. И я подумала, думаю, заставляешь? Ну, меня это вот не вязалось, вообще заставляешь. А потом вот я сама столкнулась с этой ситуацией. Поэтому, конечно, можно все себе купить, стремиться к этому, знаете, как жизнь, которая вот мы бегаем за этой морковкой, которая вот, она вроде как рядом, и еще чуть-чуть, нам еще чуть-чуть надо поработать. Везде вот это вот, как, да, в Америке говорят, американская мечта, когда ты работай, и у тебя все получится, и вот когда ты уже тебе там 50, ты уже все свое здоровье угробил на то, чтобы вот эту морковку получить. А по сути, счастья-то в этом и нету. Поэтому я на самом деле, меня недавно посетило такое чувство, что мне просто хочется от половины своего гардероба и реально избавиться. Поэтому вот как я начала видео с того, что можно окружить себя там, да, яхты, пароходы, катера, лучшие вещи, но за этим может никакого счастья не получится. Ощущение будет просто пустоты. Ты будешь с этими вещами, но внутри будет пустота. Поэтому можно
действительно быть счастливым в футболке за 300 рублей, либо быть абсолютно несчастным, вот этот вот везде, где лейблы, знаете, торчат там джинсы Дольче Габбана, здесь там какая-нибудь кофта Луи Виттон, там сумка, все, вот, но не будет никакого счастья. Потом вот, в общем, вот так вот. И также мне с работой было, когда я себе ставила цель, знаете, вот я буду зарабатывать там вот такую-то сумму, и все, это точно сделает меня счастливым, вот прям точно. И нет же, нет, это не сделало меня счастливым, потому что я понимала, что не это мне нужно, а нужно другое. А сейчас я понимаю, что да я хочу такую работу, которая я готова сейчас и меньше деньги за вот ту работу, которую я бы хотела сейчас. Я и меньше деньги могу за это получать. Главное, чтобы это доставляло мне удовольствие, чтобы доставляло счастье. Вот, так что, в общем, вот так вот я делюсь с вами, потому что, ну, я знаю, что многие девушки, так же, как и я, в том числе раньше вот стремилась, даже, знаете, иногда, наверное, возможность превышает цель, когда уже ты ничего не видишь, только вот хочешь получить эту вещь. Как, вот знаете, психологи тоже говорят, что все-таки в этом есть что-то такое ненормальное, когда люди выпячивают вот эти вот, навешивают на себя как на елку. Вот я бы не хотела быть чисто вот такой вот светской львицей, которая просто выходит в свет, просто наряжается и все. И как бы и показываю вот, что я такая вот, значит, статусная. Ну вот как раз вот и психологи говорят, что в этом как бы нет что-то такого здорового, потому что, ну, ты хочешь, да, приблизиться вот к этой такой статусной жизни, показать всему миру, что у тебя все хорошо в жизни, у тебя вон какие вещи есть, да ты вообще на высоте. Так что, в общем, все это не имеет отношения к счастью. Так что, в общем, вот так вот все. Мы встретимся в следующем видео. Я его запишу очень скоро. Делюсь с вами своими мыслями. В общем, спасибо большое вам за просмотр и хорошего настроения. До встречи. Пока.